Джейсон Сандерс поправлял галстук перед зеркалом своего пентхауса в Нью-Йорке. Внизу уже собрались журналисты. Сегодня он собирался объявить о помолвке с 26-летней моделью Беллой Хадсон. 4 года назад Джейсон был 44-летним банковским служащим, а его жена Оливия Сандерс – успешным адвокатом, зарабатывавшим вдвое больше. Их брак держался на любви, но амбиции Джейсона росли быстрее, чем его достижения. Зависть к профессиональным успехам жены и чувство собственной ничтожности сделали свое дело. Кульминацией стал день, когда Оливия выиграла громкое дело против крупной нефтяной корпорации и получила за это гонорар в $50 миллионов. Пока она праздновала победу, Джейсон уже разрабатывал план. Он использовал служебный доступ в банке, чтобы перевести ее деньги на подставные счета, подделал документы и инициировал расследование против жены, обвинив ее в растрате. Это стоило Оливии лицензии, карьеры и репутации. С чужими деньгами Джейсон начал агрессивные инвестиции, сначала в обесцененную недвижимость, затем в стартапы. Удача была на его стороне, капитал вырос до $300 миллионов. Он скупил медиа, установил связи в городской администрации, стал символом успеха и предпринимательской хватки. Оливия, оставшись ни с чем, начала все с нуля: комната в Квинсе, дешевая еда, случайные заработки, преподавание английского, ночные уборки, редкие переводы. Но параллельно она начала расследование. Последние накопления она вложила в частного детектива. 1,5 года усилий, и мозаика сложилась: все переводы, подделки, фиктивные компании. Переломный момент наступил, когда она нашла Сару Кларк, бывшую сотрудницу банка, которую Джейсон шантажировал, заставляя участвовать в махинациях. У Сары были записи разговоров, документы, подтверждающие преступления. Оливия собрала досье. Когда она узнала о предстоящей помолвке, поняла, момент настал. В день торжества она поднялась в пентхаус. Документы легли на стол. Джейсон пытался сохранить самообладание, но все рушилось. В доказательствах не было слабых мест. Оливия предложила выбор: либо он публично будет разоблачен, либо тихо подпишет соглашение и возвращает все украденные деньги с процентами, итого $200 миллионов. Джейсон понимал, отказ обернется тюрьмой, полным крахом. Подписав документ, он потерял все: пентхаус, яхту, бизнес, имя. Через год Оливия вернула себе лицензию и открыла юридическую фирму, помогающую жертвам финансового мошенничества. Джейсон устроился офис-менеджером в брокерскую компанию, выплачивая долг по частям. Иногда она видела его на улицах Нью-Йорка, постаревшего, сломленного. Жалости не было, только спокойная уверенность: правда все-таки победила. Справедливость может опоздать, но она всегда приходит к тем, кто ее достоин. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.